Окей, Google, найди дом кочевников. Нет, это не он. Следующий. И это не он. Следующий. Нет, продолжай искать. Он весит всего 150 килограмм и полностью помещается на спине верблюда. Стоп. Вернись назад. Стоп. Правее. Выше. Теперь увеличение. Да, вот он. Это дом кочевников. Знакомьтесь, это казахская юрта. Друзья, приветствуем всех. Сегодня мы расскажем вам об этом уникальном переносном жилище степной кочевой цивилизации. С 24 по 28 ноября 2014 года в Париже, штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках 9-й сессии проходило заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. 26 ноября были ратифицированы 2 заявки от Республики Казахстан и включены в список нематериального культурного наследия человечества. Первая заявка называлась «Искусство исполнения традиционного казахского домбрового кюя». Вторая заявка была подана совместно с Кыргызстаном и называлась «Традиционные знания и навыки изготовления кыргызской и казахской юрты». Некоторые исследователи считают, что первая юрта, а вернее ее прототип, появилась в XII-IX веках до нашей эры, в эпоху поздней бронзы. Данный дом при надобности мог быть переносным, но все же использовался как стационарное жилище представителями андроновской культуры на территории Казахстана, Южного Урала и Западной Сибири. Однако большинство ученых придерживается мнения, что юрта появилась у гуннов в 8-5 веках до нашей эры. Считается, что название юрта произошло от древнетюркского слова «йорт». Оно означает «народ» или «родовая земля». Но оставим научные теории и нелегкий труд их доказывать на плечи ученых. Мы живем в Казахстане, поэтому нас интересует сейчас именно казахская юрта. А казахи называли свое жилище кииз-үй, то есть войлочный дом. Понятно, что казахская юрта и казахский народ не появились вдруг в один день. Но для общего представления нужно примерно обозначить временные рамки. Поэтому мы позволим себе некоторую вольность и условно примем моментом появления казахской юрты 1465 год. Данная дата неоспорима. Это год, когда все казахские рода объединились под знаменем хана Кирея и было образовано казахское ханство. Итак, есть огромный интерес со стороны научного сообщества. ЮНЕСКО вносит в список наследия человечества. Что же это такое юрта? Можно сказать пафосно, что это дом, который находится на границе вертикали и горизонтали, соответственно неба и земли, и объединяет эти 2 стихии. На самом деле все очень просто, как все гениальное. Это переносное жилище из деревянного каркаса, обтянутого войлочным полотном. Давайте разбираться, как же устроена юрта. Ее каркас состоит из 3 уровней, и войлок тоже 3 видов. Части основания и купола изготавливаются из веток степного ивника. Войлочное полотно делается из шерсти овец,
осенней стрижки, более плотной и качественной. По краям обшивается плетеным шнурком жиек. Установка юрты начинается с двери, называемой есек или сакарлаук, направленной строго на юг. К ней уже крепится основание. Дверной косяк босага считается священным. К порогу и косяку запрещено прикасаться. Если кто-то наступал на порог, это считалось оскорблением. Когда гонец наступал на порог, он давал понять, что принес плохую весть. Косяк считался границей, дверью во внешний мир, одновременно защищая внутренний мир, где царило умиротворение, от суровой и дикой природы снаружи. Отдавая дочь замуж, родители давали в приданое юрту без двери. Ее должен был принести жених. Так в новой юрте объединялись два начала – мужское и женское. Основание юрты – это складной решетчатый остов стен кереге. Он состоит из равных секций, называемых канат, то есть крыло. Например, стандартная шестикрылая юрта состоит из 6 секций. Между собой дверь и все секции крепились веревками. Соединение движущихся частей делали с помощью бечевок из кожи или сухожилий. Они продевались в отверстия и на концах завязывались в узлы. Итак, основание стоит. Теперь на шесте поднимается деревянный круг, верхняя часть купола. В его квадратное отверстие вставляются изогнутые опоры жерди. Такая опора называется лок. Верхний ее конец зауживается и имеет квадратное сечение, чтобы избежать прокручивания. Нижний конец плоский, с отверстием, через которое продета веревка с узелками на концах. С помощью этой веревки опоры крепятся к основанию юрты. На каждую секцию в среднем приходится около 15 локов. Когда все они встали на место и прикреплены к основанию, каркас собран. И вот настал момент, когда нужно рассказать о самой важной части юрты. Те, кто знает, наверное, удивились, а может и возмутились. Какой такой деревянный круг? Это же шанрак. Все верно, это священный шанрак. Для казахов шанрак имеет важную роль. Слово шанрак употребляют в значении домашний очаг, дом, семья. Такие понятия, как счастье, дружба, гармония и достаток в доме тесно связаны с шанраком. Как и дверь, а точнее косяк, шанрак считался окном, но только в небеса. До ислама тюрки поклонялись небу, тенгри, поэтому шанрак, через который обращались к небу, имел сакральное значение. Все пожелания и клятвы произносились, глядя на шанрак. Он защищал от небесных невзгод, а еще по нему определяли время. Все части по мере износа заменялись, но не шанрак. Это самый долговечный и прочный элемент юрты. Его изготовляли из березы. Также шанрак считается символом продолжения рода и передавался от отца к младшему сыну. Это самая высокая точка юрты, он всегда был над головой. Был только единственный случай, когда, образно говоря, шанрак мог коснуться земли. Это происходило, когда умирал человек, у которого не было наследника. Тогда шанрак клали на могилу или хоронили вместе с телом умершего. Ну что же, продолжим собирать нашу юрту. Деревянный каркас готов. Осталось покрыть его войлоком. Сначала обтягивается основание и нижняя треть купола. Это делается с помощью торлок. Это несколько прямоугольных кусков войлочного полотна.
Далее на купол накидывается язык, состоящий из двух одинаковых частей трапециевидной формы, нижним краем захватывая верхнюю часть основания. Вверху двери в свернутом виде крепится кииз-есек, войлочная дверь, которую при необходимости можно опускать. И, наконец, поверх шанрака крепится квадратный кусок войлока, тындык, причем крепятся только 3 угла, а свободный может откидываться, обнажая шанрак. 2 человека устанавливают стандартную юрту примерно за 1 час. Вот и все. Теперь можно заселяться. Расположение основных зон внутри у всех одинаково и строго соблюдалось. Сразу за дверью находится зона босага. О ней уже было сказано. В центре расположен лотау, святое место, символ семейного счастья. Здесь накрывался дастархан и был очаг. Самое почетное место за дастарханом было напротив дверей. Это тыр. Между ними задней стеной располагалось все самое важное и ценное имущество. Левая сторона была мужской. Конская упряжь, оружие, доспехи и так далее находились здесь. Правая сторона сразу за дверью – это женская территория. Тут место для пищевых запасов, посуды и другой утвари. Свободная зона далее, вдоль правой стены, занималась в зависимости от состава семьи. Если старшее или младшее поколение, возможно, младший сын уже женился и молодожены живут с родителями. Во всем остальном убранство юрты индивидуально и разнообразно. Каждая хозяйка украшала внутри по своему усмотрению. Войлок – очень плотный материал, обладающий низкой теплопроводностью. Поэтому при горящем очаге в самые жестокие морозы в юрте всегда тепло. И наоборот, в сильную жару прохладно. А теперь, друзья, вот вам загадка. В детстве отец мне рассказывал, что наши предки клали вокруг юрты веревку, сплетенную из конского волоса, а еще свежестриженную овечью шерсть. Вопрос: зачем? С ответами добро пожаловать в комментарии. Будем рады любым версиям. Наверняка среди зрителей найдутся люди, знающие правильный ответ. Самая большая юрта, урда, могла состоять из 30-38 крыльев. Самая маленькая – 4-крылая. Использовалась в дальней дороге, а еще чабанами и табунщиками на пастбищах. Кстати, юрты и сегодня еще используются геологами, пастухами. И не только. Широко распространен так называемый юртный этнотуризм. Причем не только в странах, традиционно использовавших этот вид жилища. Юрты сегодня стоят в США, Канаде, Новой Зеландии и других странах. Так, например, в Англии последние 10 лет новый тренд – проведение свадьбы и медового месяца молодоженами в юрте. О юрте написано много, наш скромный рассказ всего не уместишь. Взять, к примеру, улок. Вроде обычной жертвы, но нет, он делится на 4 сегмента, и каждый имеет свое название. В общем, вся информация есть в свободном доступе. Наша цель – пробудить интерес, напомнить, кто мы и откуда вышли, отдать дань уважения нашим предкам, которые на протяжении веков смогли выжить в суровых условиях степи. В том числе благодаря уникальному переносному жилищу, которое они называли просто кииз-үй – войлочный дом. Друзья, исторически так сложилось, что мы все живем в одной юрте под единым шанраком, независимо от национальности, вероисповедания, достатка,
Каждый из нас – это око, то есть опора. Поэтому от каждого из нас, от нашей сплоченности, зависит будущее нашей страны. И то, какое наследие мы передадим нашим детям и внукам. Так пожелаем единства нашему народу во все времена. И пусть никогда не коснется земли, а наоборот, с каждым годом будет выше наш общий шанрак.